Всем доброе утро! Сегодня праздничное утро, сегодня католическая Пасха и наш завтрак с традиционными пасками. Всем желаем добра, любви, всех благ и мира, конечно. Приятного аппетита всем! 5 апреля, и мы опять идем навстречу приключениям. Сегодня куда мы идем? Мы идем на НС-постройки. Посмотрим на разрушенные или недостроенные здания. Если будет интересно, останемся, походим, погуляем. Если нет, найдем новое место. Ну, в общем, а вчера у нас такой денек был суперовый. Мы прошли больше 25 тысяч шагов. Устали, выспались замечательно после такой прогулки длинной. Получили массу впечатлений, удовольствия. Выспались, хорошо позавтракали вкусными пасочками. А сегодня гуляем. Кстати, у нас по плану еще сегодня солянка в котелке вечером. Если дождь не помешает. Вообще мы ее хотели вчера еще приготовить, но так получилось, что мы загуляли. Да, ну не хватает времени. Желание есть, возможности есть, а времени не так много. Но мы его используем по полной. Какой-то быстрый водитель слишком был. Нажали вовремя Проскочил нашу остановку. Да, свою остановку мы проехали. Идем по такой живописной улочке. Дворики просто какие-то сказочные. А сегодня особенно все украшены цветными яичками, кустики, деревья. Все празднично и тихо, пусто. Люди отдыхают. Вообще-то я себе представляла совсем другое. Мы шли на какие-то руины, на нацистские постройки. А здесь, оказывается, красивый квартал из огромного количества отелей. У каждого отеля свое название. Посмотрите, какие это поломки. А здесь вот наглядно уже видно. Но австрийский художник начал строить, а сейчас их достроили. Я себе представляла другое. А здесь вот большая разница как раз видна. Остаток здания старого, которое строили еще нацисты, да, и его отремонтировали, и теперь совсем другой вид. Эта программа называется КФД Крафт. Появится новая легенда. Короче, для обычных немцев отдых. Да, это рабочий, дешевый отдых. Да. То есть должен был здесь быть комплекс с дешевыми местами для отдыха, чтобы восстанавливались люди и потом хорошо работали. Так, значит, надо сейчас спросить, зайти на ресепшн, сколько стоит сейчас дешевый отдых. Строительство Я не думаю, что он с стоит 1936 дешево. по 1939 год. Вот. Длина комплекса 4,5 километра вдоль моря. Да. Все комнаты одинаковые с видом на Балтику. GPT рулит. Планировались бассейны, концертные залы, кинотеатры. Так. Это должен был быть самый большой курорт в мире на тот момент. В 1939 году все останавливается. Потому что война началась. Вторая мировая волна, да. Туристов туда так и не заселили. Здания использовались частично как казармы, склады.
Много осталось недостроенным. Вот недостроенное как раз мы сейчас и видим. Цена за сутки начинается примерно от 150 евро. О! Например, за апартаменты Дани, вмещающие до 5 человек. Вот. Так я уже Всемогущий почти чат GPT сказал, что Это не чат GPT, Это это Google. не дешевое, оказывается, сейчас Обязательный жилье. платеж, 150 евро в таксы сутки. 3,40 на человека в день, однако. круглогодичная парковка. Если место не включено в стоимость, оно обойдется примерно 12 евро в сутки. Но здесь больше Вот. ничего нет, кроме вот этих зданий и Ну, леса. Море. Да, но так мы Море, же да. пришли Ну, для посмотреть на прогулок эти получается. Как купаться. В холодной воде? Ну здания. Ну да. да. Моржевать. Да. Ну, нет. Как нет? Настоящая Балтийск- рийская раса должны быть закаленные люди. Они купаются круглый год. Я только приближенная к настоящей рийской А, ну расе. ладно. Ну, как Тогда можно бы не включать. идея, задумка была интересная. Как бы. Ну, вообще, перед тем, как куда-то ехать, у меня в голове рисуется всегда картинка, что я увижу. И когда картинка превосходит мою картинку из головы, это круто. А когда наоборот, поднимаемся к кассе и посмотрим, что здесь за музей. Людей немного, но есть. Плакаты стилистически выполнены были как в совке. Вся власть рабочим, пролетариев всех стран, объединяйтесь. Блин, как это все одинаково. А это вот, похоже, плакат «Стахановское движение». Сегодня рекорд, завтра норма. Швейная фабрика «Красный партизан». А здесь кадр фильма «Москва слезам не верит». Хрупкая женщина ремонтирует станки. Ё-моё. А тут молодые сотрудники приобретают рабочие профессии, чтобы они выросли и смогли все-таки развить социализм в капитализм. Чи в коммунизм, господи. Походили мы час по этому информативному музею. Поначалу вроде интересно было, потом как-то все одно и то же, все однообразное. Уже потом не очень интересно было. А мы замерзли. И пока они были в музее, прошел дождь, и они вышли, уже солнышко появилось. Так что наши Так мальчики... что мы дождя не видели и вам не верим, что дождь был. Да, люди мокрые зашли. А в помещении очень сыро и холодно. И холодно, было. да. Ну, перед этим зашли в песочный музей какой-то. Ну, туда заходить не стали, в магазинчик купили такой Фунфырики. облепиховый ликерчик. Не слышно. Просто. Этот нежнее, не слышен спирт, как в том. Да, вкусненький. С облепиховым таким вкусом. Да. А я предлагал купить. А, еще не допил. Извините. Подходим к музею, И на входе нас встречает такой Встречает. паровозик. паровоз. Тяни. Облупилась вся ржавчина. Это дрова, получается, подкидывали. Чугунная, все тяжеленная, ёшкин кот. Не. Чугунная, понятно, да. А его не реставрируют. Смотрите, тут уже ржавчина такие, что дырки есть. Видели? А его только сделали вчера. Смотри, дырка. Почему не реставрируют, если это Немецкое музей? качество, ему всего 100 лет. И вот, Уже смотри. дырки. А как сюда залезать было? Вот так и Это залезаем. Залезать. для дядь Стёп? Подсадить тебя? Ой. Кому-то понравилось, что я залезаю. Показали класс. Здесь даже паутина уже. Ну, да. Как? Что там лезть? Наташа, это тебе кажется. Ей просто так неудобно. А интересно, открывается она? Да. Нажимает, Для тебя нажимает. специально открыли. Теперь меня снимите отсюда. Нет, вы побежали. Ну давай, попробуй. Не- Наташа сказала, что ничего сложного, но у нее А получается. внутрь можешь залезть? Я, конечно, попробую, но поломать. А меня аж напугали, думаю, может нельзя, а я туда. Они показывают, типа, женщина вот так, класс, пальчик вверх. Нам лайк поставили, кстати. Перед нами старый вагон, то ли трамвая, то ли электрички. Не знаю, какого года, сейчас, может быть, написано здесь. Можно зайти внутрь, что мы сейчас и сделаем. Написано «не курить». Ну, только второй класс. Второй класс, ну зайдем во второй.
Здесь, по-моему, Посмотрим, билеты как он продают. устроен внутри. Сейчас здесь, конечно, в автобусе ехать одно удовольствие. Очень чисто, очень комфортно, тепло. В этом? Нет, в обычных автобусах. А интересно, как было в автобусах, в троллейбусах, трамваях. Это касса, на самом деле. Здесь касса в музее. Мы будем покупать билет? Туда будем? Да. Тогда заходите. Рома, доставайте сначала вот эти Посмотри, ведь зайди, покажи, какой пульт был раньше. Ай-яй, Саш, подержишь? вот это да, вот это техника. На 12. До 90 километров разгонялся. Зашли на территорию музея, подошли к кассе. Здесь есть 3 павильона больших. Самый интересный, где старые машины, паровозы, поезда внутри. Есть один павильон с мотоциклами и один, не знаю, что там внутри. Военная техника, инфовал. Да, крупная, на улице получается. И внутри, наверное, ангара тоже что-то. На двоих мы заплатили 34 евро за 3 павильона. Недешево. Куркарта не работает, потому что сказали, это приватный музей. Ну, решили пойти гулять, так гулять. Заходим в первый павильон, где увидим на открытом воздухе вертолеты. Сканер Далем. Я бы хотела, конечно, попасть внутрь. Можно посмотреть только снаружи, но интереснее, если бы он был открыт, и можно было зайти внутрь. И полетать еще. Ну, полетать, не знаю, захотела ли бы я сама на таком летать. Я такой не очень хороший летчик, полетчик, пассажир. Выгружаемся. Видишь, открывается. А где вход вообще здесь? Какой-то знак. Все закрыли, чтобы никто не лазил, такие как мы. Ну вот интересно было внутри зайти посмотреть. Там Вот как, ничего нету, все, как, все повыдергивали, по-моему. ну пусть бы сохраняли. Потому что вот в Гамбурге мы ходили в подводную лодку. Внутри смотрели, как она устроена, как люди там долго плавали и чем занимались. Вход что, только через Наверное. жопу, так сказать? У некоторых вообще все через это место. Не только вход в вертолет. Как С сказали, той стороны еще одна дверь. Мальдивы получились от того, что они, там наверное, с той рачки стороны что-то там заходят. песком какали. Так что, говорит, А. когда вы говорите, что все у вас Ой, а сиденья маленькие. Вот странные они, да? на карликов. Почему они внутри не отреставрировали, чтобы можно было зайти и посидеть? Заходим То, в что ангар. тебе нравится. О, твоя стихия. Тебе такое до вподоби. Ой-ой. Вот это да. Леся. Леся, на русском написано, смотрите. Вот, Леся. Вообще, конечно, все это интересно, но это так страшно. Почему на нем написано русским шрифтом? Почему называется Леся? Да, все зеленое. БРДМ. Я не знаю, Витя, комментируй сам. Как В Германии- называется по-другому? СПВ-40. Русская техника, потому что это территория БРДМ. Колес там не было внизу. бывшей Были, ГДР. были. Да, да. Разве были? Да. Вот пускай на цепи приводится. Ой, а вот это что за ужас Цепи. стоит? Ну так, короче, вы выглядели гапари в ДДР. У них адидаса костюма не было, был вот такой. Но фразы были те же самые. А медаль за что? Хазду Зоненблюмен. Керн? Да, Керн. забыл. А за что медаль? За За, спор. за лучшее отжатие семечек. Деревянное ружье и пластмассовый пистолет. А что он так бомж выглядит? И никуда нельзя залезть внутрь, главное. А что он выглядит как бомж? блядь? Витя, залезешь сюда на спор, в такую дверь? Я сюда не залезу, наверное. Если ты туда не залезешь, то я и подавно не залезу. А мы сейчас спросим наших скулов, Только если за через сколько верх. они залезут. Наташи, за сколько вы залезете в эту дверь? Бесплатно залезу, только тут закрыто, ручки нет. Я имею в виду, за сколько секунд?
Не за сколько. Тебе денег никто не предлагал. Армейский автодом. Это Альков. Альков, но раньше, видите, в Алькове даже окон не было. Темно, не очень удобно. А так глянь, интересно, туда забрызгивать будет все. Там крыши нет. Посмотри, как он Динамо GSP kommt vom russischen гусеничный самоходный паром. GSP. Даже название русский. УАЗик. Но на них нападать никто не собирался. На базе танка, но... Т-55. Берги Панцер. Для чего это? Ну это на базе танка сделано. Боевая машина пехоты. Есть еще разные модификации ее. Это что, МиГ-21? Ага. Это истребитель? О! А где этот чертов инвалид? Не шуми, я инвалид. Ну не такое, но похожее. Это, конечно, военная техника, та была более... Это точно не наш, от 100 пудов. По внешнему виду видно. Ну не совковый, в смысле, слава богу, не наш. F-34 какой-то. Машина Лёлика и Болика. Посмотри, какой он страшный, никто его не поддерживает. Смотри, Wi-Fi антенна, он Ну, мне сейчас с Wi-Fi не модулем. посигналит даже, не Это скажет. для Старлинка. Антенна, Старлинк. Инсталлированный уже. Вот кажется, он такой должен быть самолет, такие у него скорости, все такое, он должно быть так вот сделано все монолитно. А нифига, все, когда смотришь, они все же эти самолеты, все на заклепках. Все Все тонкий заклепочные, алюминий. потому что оно играет при разных температурах. Райхвайта, он мог летать только до 1800 километров, и все. Райхвайта. На вертолетах полетали. На танках погоняли. Летим дальше. Территория большая, здесь можно было сделать классный парк-пляц. Хотите посмотреть подводную лодку капитана Немо? Вот она. Похож. Вот какой. В спину бьет меня, в рюкзак, другая часть уже. Можно заходить. Здесь долго не погуляешь, здесь холодно. А чувак сидит, рулит, а тогда. Мэп, мэп. Вы заметили, что здесь холодно? Вот А лампы я на посела, фитилях как еще. карета. Этот керосиновый на фитилях. Я Глянь. бы попробовала здесь посидеть. Видишь? Ну, тут уже не видно, а там он еще фитиль торчит керосиновый. 40 лошадей. А мотом? 20. Сразу увеличение мощности в 2 раза, смотри. Турбированный, видимо, гоночный. Ханамак. 10 лошадей. 10 лошадиных сил. Тут 15. Это Дикси. Дикси как туалет. А так что запиши это. возьми. Максимальная скорость 105 км в час. Вот. Максимальная скорость 75, Витя. Ты представляешь на такой бричке куда-нибудь влететь на скорости 75? Посмотри на нее. Какая стиральная машинка. 105 км в час, Витя. Это Форд А. За сотню уже. А, ля, в натуре это Форд А. Ты посмотри. Техника. Тут уже колеса зато не деревянные. Она со спицами. Так нет, это же легендарная модель. Это Форд А. Так посмотри, в этом Форде сидушки такие уже кайфовые. Форд Форд Кёльн. Кёльн. На нем Штирлиц ездил. 90 км в час. Через 10 минут он проснется и вспомнит. Интересно, а с какой целью делали кузов вот такой, вниз уходящий? Чтобы ногам меньше места было? Наверное. Ну вот, ну смотри, глянь. Неужели, ну, можно ровно тут, как он там почти. Ну там тоже. Наш паровоз летит в светлый путь. Коммунизм — следующая остановка. А, да. И что? А что он не это? Крути, Надо крути. сильнее. Я плохо нажала. Тут никого. Сколько лет мне крутить так? Давай, будет сейчас вот, когда туго, это Поезд. какой он
огромный все-таки, а? Какие сейчас поезда? Прикинь, сколько ему угля надо, Наташа. Колеса, посмотрите, на уровень сделайте. Колесо выше меня. С этой стороны автомобили развития автопрома ПРГ, а с этой ГДР. ЕМВ. Закос под БМВ, что ли? — 130 километров в час достигала скорость. В смысле, а что стоит газ? Это же не газ был еще. Это же не газ еще, это ЗИМ. Бля, Мерс крутой. А тоже, смотри, подставлен поддон, что-то с него уже иссякает, течет. О, так там был подводная лодка капитана Немо, а это подводный мотоцикл капитана Немо. Трехколесная? Да. Ой, жуть какая. Какого года она? Чудо-юдо, рыба кит. Это подводный мотоцикл капитана Немо, Наташа. Стоит какой год? Вот здесь, с этой стороны. Где? Вот. С 53 по 55, что ли? Это не из фильма этот, «Назад в будущее»? Вот это. Нет. Это американец какой-то типичный, по-моему. «Шевролет» написано. Вот. Красавица. Это говнище. Вот одновременно примерно производили вот это говно и вот это ласточку, глянь. Шевроле Импала. Да это же просто... Лед, это Татра, смотри какая. А здесь, гляньте, впереди два колеса, два. Только они вот так. Это ДМВ из этого. Наташа, отойди от Импалы. Или хочешь, я тебя сфоткаю с Импалой, Наташа? Блин. А двигатель 5,7 литра. Всего-то. Малолитражка. Да, не то слово. Максимальная скорость 217 километров в час. Ни хрена себе. Казалось бы, машины и машины, все машины. 4 колеса, фары, сиденья. Они такие все разные, оказывается. Есть уродливые, Смотри, Рома. ужасные. Блин, сколько стоит в ней посидеть Рома, хотя бы? смотри. Фиат 500, а с той стороны заморожец. Да. А что, Фиат 500 тоже был с охлаждением воздушным, что ли? Ну, это прикольный музей, мне нравится. Вольво, они все шведы, причем тоже к немцам, непонятно. А пахнет в зале, как в «Жигулях», маслом. Короче, такой вот запах жигулевский. Ну, такой еще этот клиновидный сюда уходит. Капот. Да, и опять жук. Но это уже помоднее, да? А тут Трабант. Вот Трабант-то я знаю, такой я уже видел. ГТРовское чудо. На Москвич 401 похож. Пластмассовый. Похож на Москвич 401, да, или какой он там был? Ну, только не пластмассовый. Эти пластмассовые? Ага. Уже тогда делали карбоновые. Вот смотри, Ауди. Это же тоже такой же Трабант, по-моему, Да. да? Только четырехдверный, да? А нет, тоже двухдверный. Только в кузове универсал, так сказать, а не седан. Варбург. А это что такое? Варбург. На что похоже? 45 лошадей. Что-то среднее между, по дизайну, что-то среднее между Победой и Волгой 21. А в это время, глянь, тут Он уже следующий Ауди вагон. модные делали, смотри. Ля, это уже выглядит как современная Audi тачка 60. почти, да? Ну как, не то, что не то, что прям совсем как современная, но уже что-то похожее на наши времена. Это вообще ни на что не смотри. похоже. Мама Москвич дорогая. АЗЛК. Не буду говорить, как расшифровывается АЗЛК, все это и так знают, да? Автомобиль заранее лишенный качества, это все знают. Ля, а это же Opel тот, который классная тачка была, но он почему-то не зашел. А, Кадет, точно. 55 лошадей. Кадет. Потом вышел другой Кадет, неубиваемый. А этот дизайн мне прям даже сейчас нравится. Вот этот Да. Глянь, как прикольно. 115 лошадей.
180 км в час максимальная. Audi NSU Auto Union. Так это Audi, что ли? Какая-то, ну, типа в обработке, что ли, или что это? Наверное, может совместная какая-то. Вот как и тот грузовичок. Так глянь, какой он даже сбоку симпатичный, ля. Глянь, он красиво выглядит, мне нравится дизайн. Польский Фиат. Ну, это наша шестерка, практически. Ага. Ну что, по 2 фары, у нас же копейки были сначала, там 1 фара шла, а это... А так один в один, глянется, сидушки с подголовниками такие убогие, зеркала эти, которые не видно ни черта. Интересно, торпеда такая же? Рома, вот тачка. Не, вот это красивее, Витя, согласись. Форд Гранада. Вот это красивее. Вот это тоже классно. Это американец тоже какой-то, да? А нет, это Форд Гранада, точно. Я когда историю смотрел про него, у него рейтинги продаж очень хорошие были. Вот она, Заморожец. гордость советского автопрома. Автомобиль всех времен и народов, ушастый запорожец. Рядом Volvo лимузин. Глянь, кожаные сидушки там внутри. Ухоженный автомобиль, да? Глянь, даже внутри эта кожа блестит, как вроде вчера обтянута. Копейка. Вот, это чистая копейка. Нет, это не копейка, это 13-я. 13. Да, вон написано 21,013. Знаешь, чем отличается? Копейка от 13-й. Ну, по клыкам здесь, во-первых, сзади, вернее, на бамперах. И вот тут вот черная решетка, видишь, на стойке. Это 13-я, это вентиляция. На копейке такого не было. Опа-ля, спорткар, хоп. Лотус. Гласность, перестройка. Лада Самара. Зубила с короткой мордой еще. Ну, у меня такая раньше была. У нас, да. Ну, еще встречается. Это ж Волга последняя, которую выпускали. А у нас номерами стоит по-русски, смотри. Ага, да. 21-я Волга. Я на такой ездил, на 21-й Волге. Родной еще с этим. Это реальная разработка газовских инженеров, так сказать. И их выпущено было 428 экземпляров всего. Похоже чем-то на 3110, но это 3111. Сзади вот как будто на Citroёn похож, потом сбоку смотришь, как будто на Chrysler, спереди На Волгу 3110. вообще непонятно. По разным данным, производили ее то ли с 98 по 2002, то ли с 2000 по 2002. И выпущено было всего там, ну, на номерах на русской даже. И было выпущено всего там 400 с лишним экземпляров. Ну, как она тут оказалась? Приехала. Раз на номерах, видимо, да. А смотри, как качество. Что на 21-х Волгах облазила хром, что здесь 3110 уже. Хром и дальше желтый пластик дешманский. Прадед современных прицепчиков для кемпинга 70-х, 80-х годов. О, вон мобиль. Сравни, как сейчас новые, да, мы разбирали и видели. Здесь пахнет паровозами. Пахнет. Не, ну это паровозы не такое интересное, как автомобили, конечно. Что мы? Я в паровозах не сильно шарю. Фоткал? Машины? Ну, что-то сфоткал. Не, ну автомобильный музей неплохой, надо сказать. Собраны интересные экземпляры. Ля, какой тоже это. Это Кесельдрук 16 бар. импортный какой-то, так сказать. Мюнхен. Это немецкий паровоз еще. Каких годов это? 39-48 год выпускался. А тут стоит, смотри, Бауя 41. А дальше 1962. Это что значит? Умбау. Все. 41 года. Да. Прикинь, сколько таких, когда мосты взрывали, под откос спустили. Видите, едет такая махина. Сколько тонн? Десятков тонн. А вот это? А там есть, Да. там есть гевихт? Динсгевихт, 140 тонн. А сколько? Этот Всего-то. километров в час ехал? 140 тонн. Какая скорость? 140 тонн, Витя. Витя, 140 тонн. Ты представляешь себе?
Ну вот это раздувало снег. Смотрите, воду не пейте. Кантрин класса. Ух, это робла тоже, ля. Но здесь колеса меньше, чем в советском. Там выше меня ростом. 44-й год. Хенсель и Зон. Хеншель. А, в немецком. Хеншель und Зон. Deutscher Reichsbahn. Тоже одоробла, ля. Охренеть. Все эти трубочки какие-то. Прикинь, одна трубочка завилась, все, не функционирует уже. До свидания. По-моему, 30 км в час. Всего? Ну, кстати, 41 года. Какие же они огромные, да? Представьте, и технология. Сейчас машины под капотом, наверное, лошадей больше, чем... Чем у этого паровоза. Ну тут больше, 1900 лошадей. Сел в отцепленный вагон. Вот какой рассеянный с улицы Бассейной. Сюда. На полках, посмотрите, что тут. Музей миниатюр, Закрыто. свои эти... Ай, смотрите, это разные страны. Это швейцарские 3 стенда. Вы сегодня хотите тоже пройти 30 километров? Точно больше всего. Присаживайтесь, места на всех хватит. Хорошо, спасибо. Здесь холодно, я замерзла уже. Куда поедем? Здесь. Надо мне раздавливать. Поднимайтесь. Да, можно зайти, но и все. Ну далеко не зайдешь, да? Да, здесь сразу сетка справа. Видишь, если там в вагон можно было зайти, то сюда... Тоже можно зайти, но не сильно. Пройди, посмотри, что Глянь- внутри можно. Гляньте, какой здесь багажник в глубину. Мне надо Багажник в глубину, глянь. А здесь тоже номер. Калифорния. Нет, багажник в глубину, глянь какой. Топка. И сюда Автомобиль Фантомаса это. поставили. Глянь, велосипедный руль. Там педалей хоть нет внутри, что-то на пердячем пару. О, глянь, пожарка кабриолет, чтобы им жарко не было. Так это, Наташа, лестница забирать людей с, Это на лошадях еще с высотки. Это с башни Бурдж-Халифа забирать с лестницы, если чего. Зашли перекусить в кафешечку. Взяли картошечки с курочкой, рыбка, А у меня крокет. Булочка. булочка с крокетом. У меня чизбургер с картошкой. Поедим и пойдем готовить солянку. Выставка автомобилей была прикольная. Это стоит того. Большой павильон, много интересных экземпляров. И старые автомобили. Даже какая-то Волга, которая там 300 с лишним, 400 с лишним штук выпущено всего было. Интересно. Но находились опять много. Не знаю, сколько там шагов. Но уже кушать На охота. мотоциклы тоже стоит. Пошли с прогулки и сейчас готовим солянку в котелке. А здесь жарится лучок с морковкой. Тут у нас на кемпинге пасхальная движуха. Костерчик уже догорает, правда. Там бар. А там жарят мясо. Музыку YouTube, наверное, заглушит. Очень громко. Пахнет вкусным жареным мясом. Вчерашний день был намного теплее и лучше, чем этот. Вчера уже на костре было затишье, прям на берегу, помните? Прям спокойно, тихо было. А сейчас до сих пор ветер. А сейчас до сих пор ветер. Так что вчера мы угадали день. Ведь ты на полную здесь сделал, да? Нет. Наташа делает зажарочку для солянки. А Рома пляшет. Да, Рома пляшет. Плясун. Не дай
дает оно хорошо жарится, потому что... Будет сейчас греться. Я жарю. Вторая серия. Так, все это не снимать. А у тебя есть этот? А, У меня нет. ну, Погода могла быть, конечно, и повеселее, потеплее, было бы комфортнее. Но это нам не мешает осуществить свои планы. И мы от них не отступаем. По плану была солянка, она будет. Может быть, немножко дольше, потому что ветрено и прохладно. Мы вот уже соорудили тут защиту от ветра, чтобы тепло держало. Ну, потихоньку поджарится, я думаю. А здесь варится картошечка уже с мясом. порезанным. В принципе, вот это я могу взять и там поджарить, в доме. А сюда положить бекон. А бекон будет вариться. Но туда я бекон не разрешаю. Иначе мы забеконимся ночью все. Будет очень пахнуть беконом везде в машине. Я не хочу. На минуточку. Так хорошо. Вы даже не представляете, как хорошо. Вот весь кемпинг в лесу. Рядом море. Дышится легко. А сегодня еще и праздник, музыка, костер, тепло от огня. И солянка. Классно. Солянка будет. Каша из топора. Рома вчера не доварил, сегодня доварит. Жестковатый старый топор был. Ветер обдувает и все забирает. Весь Сейчас сад. возьмем этот бекончик. Адский гад. Помешать можешь? Помешаешь? Мгм. Ой, густая будет такая. Я же говорю, мяса много. Ну и хорошо. Да. Разольем домой, привезем. Соляночка. Вот это да. У меня аж скулы свело от запаха, от вкуса, от вида. Ну, какая красота. Надо быстрее насыпать. Ой. Вы слышите? Нет, не вы слышите. Вы чувствуете запах этой вкуснятины. Посмотрите. Я вам передаю его. Видео 5D с запахом Да. и вкусом. У меня аж слюнки. Так, следующий. Ну, посмотрите. Ай-яй-яй-яй. Наташ, мне совсем не В каком ресторане такое можно купить? Ресторан у Виктора и Натальи. Реклама. Но здесь только принимают знакомых. Чужих не принимаем. Но если чужой зайдет на запах, мы угостим, конечно. Угостим? Угостим. Давай, давай, тут сейчас свои уже с голоду помрут от такого запаха. Ой, да. Глянь. Вот это Долго вкуснятина. наварилась, конечно, но... Такое, знаете, хоть мы уезжаем завтра, но как бы последний день такой свободный, без дороги сегодня. Поэтому он у нас заканчивается вкусно. Ой-ой-ой-ой, какая вкуснятина. Как всегда. Это для пищеварения. в 2 раза меньше, пожалуйста. Почему? Ты Потому что думаешь, я это много будет не не... Положили лимончик, еще и сметанку. Ну, видите, красиво лежит. Ну еще Давай подожди, свои. можно еще один кадр. Как бы так. Не дает есть. Не ешьте, дайте я сфотографирую. Сниму. Не мешайте. А есть Все, когда мы держаться будем? больше нету сил. Выключи свет, Ром, пожалуйста. Вот Да. это у нас полная иллюминация. Где? Вот тут? Мгм. Вверху, нет, вверху. Ну-ка. Такая красота. Ну-ка. Наконец-то разрешили есть. Мэри Поппинс. Обед начался. Или у нас что-то ужин? Боже мой.
просто какое-то кулинарное наслаждение получаешь. Ну, вообще не пересоленная. Ну, сейчас хорошо. Можно даже еще Добавил же. подсолить. Нет, нет. Очень вкусно. Спасибо всем. Ой, хорошо. Быстро пролетели выходные дни. Говорим пока этому кемпингу прекрасному, гостеприимному. И до следующего раза Рюген. Виктор Владимирович, уезжаем, Уезжаем, к сожалению. к сожалению. Понравился кемпинг? Кемпинг хороший. Расскажите, что почем. Что, почем? Links abbiegen auf L29. За души заплатили мы за, получается, за 4 дня 5,80. Да, там выдавали карточки. По этим карточкам можно зайти в туалет и в душ. И когда идешь в душ и ложишь, В слот специальный. да, и там показывают, сколько на карточке денег. И душ стоит 20 центов в минуту. Вода горячая была, души все чистые. По дороге домой остановились на автобане на парковке, чтобы перекусить. Вчерашней соляночкой. Сейчас нагреется, поедим. И останется нам часик, и мы дома. Сметанка. Вот здесь. Скажите честно, домой неохота после такой поездки возвращаться? А то и растягиваете удовольствие. И есть, а не охота, а что делать? Мне придется охота. Едем, и как обычно стали в пробке. Люди возвращаются домой с длинных выходных, и везде пробки. Все как обычно.